Всем привет из Санкт-Петербурга! Поздравляем вас с наступающим 2022 годом! И сегодня мы с вами окунемся в фантастическую и сказочную атмосферу. Город уже готов к празднованию Нового года и Рождества. И первое место, которое мы с вами посетим, это будет ярмарка на Манежной площади. В этом году, как и в прошлом, тематика ярмарки остается прежней. Это гофмановский щелкунчик. Но инсталляций стало еще больше и, по-моему, людей тоже. В этом году в Санкт-Петербурге настоящая зима, поэтому одевайтесь теплее, встречаем Новый год со снегом. Вот она, зеленая красавица. В этом году елка выглядит немного иначе. Раньше здесь были еще такие ответвления огоньков, а теперь здесь достаточно большое количество пространства. Сейчас пойдем с вами погуляем. Конечно, выглядит ярмарка совершенно иначе, не так, как в прошлом году. Если вы хотите здесь застать светомузыкальные представления, то они здесь начинаются в 17, 18, 19, 20 и 21 час. В этом году очень классная анимация здесь для детей. Даже при таком холоде это просто классно. Можно подвигаться, позажигать немного, потанцевать, потрястись и, естественно, согреться. С большим удовольствием объявляю наш новогодний бал открытым! В этом году также изменилась фотозона в центре, потому что здесь вместо гигантской елки установлен гигантский торт. В этом году здесь на Манежной площади можно прокатиться также на аттракционах. Вот, кстати, очередь, потому что кататься здесь можно на аттракционах бесплатно. И если пройти еще немного дальше, то здесь можно также прокатиться на катке. Каток установлен не только на Манежной площади, но еще и на Конюшенной площади. Чуть позже мы как раз туда с вами и отправимся. Итак, по времени. Ярмарка открыта до 9 января и работает она с 12 до 21 часа. И посмотрим по графику работы катка. График работы катка с 12:30 начинается первый сеанс, и последний сеанс заканчивается в 19:30. Последний заход. И сейчас мы с вами телепортируемся на Конюшенную площадь, потому что там установлен каток. Раз, два, три.
Вот, ребята, мы добрались до катка, который находится прямо на Конюшенной площади. К сожалению, он оказался платным полностью. Билеты можно приобрести вот в этом желтом вагончике. И здесь также проходят различные интересные театрализованные представления, например, «Щелкунчик». А вот так действительно сказочно и фантастически украсили Большую Конюшенную улицу. Невский проспект тоже потрясающе украшен. Очень много новогодней иллюминации. Также в этом году украсили очень красивый канал Грибоедова, украсили его северным сиянием и большим гигантским сердцем. Ну и, конечно, природа в этом году действительно очень и очень радует. Все реки, все каналы сейчас в Питере замерзли, и, скорее всего, это продлится и до Нового года. И вот, наконец-таки, мы с вами и добрались до Дворцовой площади. И вот она, главная красавица Санкт-Петербурга. В этом году ель настоящая, так же, как и в прошлом году. И рядом с ней расположились 48 маленьких елочных красавиц. И здесь такой как бы город, который окружает эти елочки. Если посмотреть, то огонечки от этих елочек отблескивают такие окошки. Поэтому действительно фотозона здесь очень и очень красивая. Также в этом году установили несколько новогодних инсталляций, в том числе и новогодняя почта. Работает она с 20 по 30 декабря ежедневно с 17 до 20 часов. Погода сейчас, ребята, в Питере где-то в районе минус 20. Конечно, в Новый год она будет немножечко потеплее, но, как уже мы сказали, нужно все-таки одеваться потеплее. И последняя точка нашего путешествия – это Дворцовый мост. В этом году, как и в прошлом году, он украшен также северным сиянием. И это же северное сияние мы уже видели на канале Грибоедова. Но в целом, действительно, погода преподнесла кучу сюрпризов. Нева замерзла просто полностью. И, как видите, здесь уже лежит достаточно плотный слой снега. И на этом наше путешествие подошло к концу. Мы желаем вам крепкого здоровья, Счастья и благополучия вашим семьям. чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий. И, конечно, новых путешествий, новых впечатлений. И новых возможностей. С С наступающим Новым годом!